Всем привет! Сегодня на Шкоде Супер Б будем ремонтировать багажник. А именно, не работает багажник. Не работает несколько его функций. Иногда работает, иногда не работает. Иногда там что-то светится в багажнике, иногда нет. Но смысл в том, что на данный момент светится индикатор открытого багажника. И багажник не дотягивается. Вот это на данный момент. Но бывают еще разные там проблемы с багажником. В общем, естественно, мы добираемся до багажника, будем его разбирать. Сначала мы снимаем, открываем его, снимаем полочку. И далее будем разбирать обшивку ляды, эту карту. Значит, там по периметру очень много пуклей. Их аккуратненько вынимаем все. И откручиваем на одном винтике вот эту вот ручку такую, за которую нужно тянуть. Все, вот это все открутил. Пукли, видите, там много пуклей. И все это открутив, мы снимаем карту вот эту. Снимаем его, ложим в сторону. Теперь мы можем там проверить, в принципе, замок там, еще что нужно. В моем случае это ничего не помогло. Значит, мы дальше начинаем разбирать накладку вокруг стекла. Сначала начинаем с середины, с одной стороны, и с другой стороны, сверху и снизу, грубо говоря, там где стоп. Снимается вот эта средняя часть сначала, а потом уже боковые. Значит, с боковыми будет немножко проблема. Тут я уже наперед показал просто, где пукли находятся. С боковыми нужно будет открутить вот тут внизу два, и их нужно будет располовинить. Сейчас покажу как. Значит, сначала, вот тут понятно, что открутили. С одной и с другой стороны сначала нужно их расщелкнуть. Вот эту внешнюю сторону, она такая как крышечка, ее нужно на защелках по периметру аккуратненько расщелкнуть. И когда вы уже расщелкнули и сняли, тогда вам открывается вид на крепление, там винтики. Это внутренняя часть, она крепится вот еще винтиками, потому что так можно сломать ее. Значит, откручиваем вот этот винтик. Там может быть даже два винтика, насколько я помню, там разные бывают эти самые. И снимаем уже всю вот эту черную накладку. Вот видите у нас. Один снизу, один сверху, один с тыльной, с другой стороны, с наружной. И вот этот вот, на которой вешается шторка, тоже нужно открутить. Вот как оно выглядит. И снято. Вся вот эта защитка. Естественно, дальше мы отключаем разъемы, высвобождаем проводку, потому что 90% проблем, если вы вот прям на замке там ничего нету, и на других частях, что проблема в проводке. Но для того, чтобы добраться до нее, нужно ее высвободить. То есть снимаем разъем, отключаем, снимаем вот эту планочку, чтобы она нам не мешала, чтобы можно было легко проводку вытянуть. Это нужно обязательно. Здесь она так заведена немножко сложно заведена, поэтому нужно будет отключить все крепления этой проводки. И от стекла отщелкнуть тоже подогрев стекла, чтобы проводка могла двигаться, чтобы мы могли ее вытащить. Вот так это все выглядит. Значит, освободив проводку, мы ее вынимаем и смотрим. И в основном там сразу видно, что есть какие-то повреждения. Я говорю, 90% там это повреждение именно в этом месте проводки. Вот как видите, есть несколько проводов оборваны, несколько проводов там уже на подходе. Они могут в местах излома, они могут замыкать, и глючить как угодно багажник этот. Значит, устраняем проблемные места, и главное это не паять в местах перелома. Проводку нужно удлинить, чтобы вы паяли там, пайка была там, или соединение было там, где проводка не переламывается. Потому что если вы запаяете здесь или скрутите, она очень достаточно быстро перетрется обратно, то есть не перетрется, а перегнется. Особенно когда припаяли там. Все. После ремонта все проверяем обязательно. Правильно улаживаем проводку и пользуемся. Все. Всем спасибо за просмотр. Удачных ремонтов. Пока.